Всем привет, с вами Дэн, и у нас новиночка от Alta 8, Alta 8, микробренд из Гонконга. Давайте открывать коробочку. Я вам уже показывал одну модель Alta 8, и она мне на самом деле очень-очень понравилась. И там был просто потрясающий, классно исполненный корпус и, конечно же, необычная индикация времени. Так, вот такой у нас travel кейсик, который в хозяйстве пригодится, в котором удобно и хранить часы, в принципе, ездить с ними. Вау! Зелененькие! Зелененькие! Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Но здесь стилистика примерно такая же, как я вам показывал. То есть, опять вот такая необычная индикация, трехмерная, блуждающий час. Но модель другая, и давайте сейчас пленочки сниму и продолжим. И вот они красавцы, как видите, тоже в той же самой стилистике, как и предыдущая модель Alta 8, которую я вам показывал. То есть здесь такой вот стиль современный, фьюжн с необычной индикацией, с трехмерной индикацией. И опять-таки здесь из вот казино, да, определенные аллегории они решили на циферблате отобразить. Ну что же, можно за это похвалить производителя, потому что он в одной стилистике продолжает развиваться и делает вот разные дизайны, дотачивает свое мастерство, дотачивает свои дизайны. И давайте посмотрим, потому что мне вот очень важно посмотреть, как изменился или как, допустим, был улучшен, доработан здесь циферблат. Ну что же, эта модель называется King, король, то есть, очевидно, имеется в виду, что с этими часами на запястье вы будете просто королем казино или в целом иметь что-то такое интересное, необычное на вашем запястье и что будет вас по-царски выделять из толпы. Ну, я думаю, что с этой задачей, конечно же, они справились, потому что сразу видно, что часы максимально необычные. Как видите, здесь металлом у нас служит титан. И вот такой вот необычный матовый оттенок. И мне нравятся, кстати говоря, матовые нотки, потому что все внимание на данный момент приковано, конечно же, к циферблату и к этой вот потрясающей и необычной индикации. И более того, и циферблат здесь тоже матовый. То есть яркие, сочные оттенки, которые вот прям притягивают и свет, и солнечные лучи. Это индикация часов. И практически все. И мне кажется, что вот здесь круто, потому что максимально сдержанно, и есть вот эти нотки такой какой-то эстетики интересные, необычные индикации, но они без перебора. Плюс здесь такое сочетание яркого зеленого ремешка, яркой вот этих вот наконечников, которые показывают у нас часы. Это здорово. Кстати говоря, там несколько цветов циферблата, всего 4. Какой вам больше понравится? Мне заинтересовала вот эта зеленая версия с таким ядовитым ремешочком. Объемный трехмерный циферблат с необычной индикацией часов, минут и... Корпус я вижу классный. Мне нравятся корпуса, которые делает Alta. Кстати, знаете, что они заявляют? Что на отделку цифера уходит 60 операций на станке. Представляете, 60. А модуль стрелок состоит из 30 частей, то есть стрелки внутри, вот эти вот, да, наконечники такие объемные, они внутри пустые, соответственно, они легкие, чтобы это не вредило ходу механизма. Сам циферблат сделан из меди, плюс покрытие, да, плюс суперлюминова. Корпус сделан из титана. На выбор можно взять либо сталь, либо титан. Мне кажется, титан весьма интересно. Сапфировое стекло с внутренним антибликом, ремешочек из коровьей кожи. Внутри стоит у нас Miyota 9039, задняя крышка здесь глухая, поэтому вы ее не увидите. 38 часов, она модифицирована, ну и сами знаете, Miyota 9000 серии, это уже, конечно, такой японский премиум, что хорошо. И 30 метров здесь водозащита. Ну что ж, давайте посмотрим с вами по размерам, значит, по корпусу 38,5, высота с учетом выпуклого сапфирового стекла 13,2, без учета стекла, наверное, будет поменьше, но вот видите, 11,5, неплохо, с учетом такой вот забористой индикации. 20 у нас по ремешочку, так что любые сторонние ремешки можно будет поставить. Ну и 45 миллиметров у нас от ушка до ушка. Мое запястье 18,5 в обхвате. Слушайте, ну посадочка здесь шикарная. Вот такая аккуратная, небольшая, очень удобная модель.
И знаете, я вот в прошлый раз говорил, да, по поводу антиблика. Здесь антиблик явно получше. Ну, с учетом того, что все-таки здесь супер выпуклое стекло. Он, конечно, блики определенные ловит, но в целом стало сильно лучше. И это плюс. И в целом, мне кажется, эта модель такой шаг вперед относительно предыдущих версий, потому что и вот с первого взгляда, мы сейчас, конечно, посмотрим на макро, мне кажется, что качество отделки циферблата стало сильно-сильно лучше. Корпус как был, так и остался потрясающего качества. Здесь немножко за счет того, что это матовый титан, может быть не так очевидно, как это было в версии стали. Но по титану, слушайте, корпус просто классный, просто идеальный. Вот здесь везде идеальная геометрия, идеально такой вот. Нет ничего острого, ничего нигде не режет. Супер круто сделано, причем сама геометрия, сами грани достаточно резко сделаны. Кстати, есть система быстрой замены ремешка, так что если что, можно поставить будет что-нибудь либо контрастное, либо более сдержанное. Может быть, вы захотите, например, поставить здесь тоже такой серый ремешок, будет соответствовать цвету титана. И единственным, чем будет привлекать этот циферблат так ярко, да, это будут именно вот эти зеленые акценты. А, собственно, почему бы и нет. Ну что же, титан делает свое дело, всего 50 с небольшим грамм. Так, ну и вот давайте посмотрим на индикацию. Вверху у нас здесь карты, да, это секундная стрелка, но она, по сути дела, предназначена только для того, чтобы показывать, что часы идут. В принципе, это полезно. И дальше у нас с вами есть двойная индикация, это часы и это минуты, которые отображены в верхней части циферблата. Об этом чуть-чуть позже, давайте сейчас посмотрим скорее на отделку до этого самого циферблата. Здесь все матовое, здесь все как раз предназначено для того, чтобы сделать читаемость лучше, потому что когда у нас матовые все элементы на циферблате, то основное внимание как раз к ярким таким контрастным индикациям часов. Ну да, на самом деле здесь в плане отделки цифр стал гораздо круче. Мне нравится вот эта минутная разметка вверху. Мне нравятся меточки часовые, да, как бы, ну, они здесь не часовые, но сами по себе метки как будто бы в рулетке здесь есть. Они тоже классно исполнены. И посмотрите, на заднем плане у нас тоже такой рельефный, фактурный, нижняя часть по циферблату. Здорово, ребята, молодцы. Ну и корпус, конечно, потрясающий. Корпус здесь просто на 5 баллов. Круто. Ну так что говорить про индикацию времени. Да, у нас с вами есть вот такая сложный как бы блуждающий час. Как вы понимаете, это минутная разметка, а здесь у нас часы. И что мы видим сейчас? У нас 7 часов и 14 минут. Ну давайте заводную головку вытащим. И попробуем сделать вот так. Мы с вами идем 7 часов 20 минут, 7:25, 7:30, 7:40, 7:50 и 8 часов. И здесь у нас, опа, 8 часов 0 минут, 8:05, 8:10, 8:15, 8:20. Идем дальше. 9 часов, 10 часов, 10:30, ну и так далее. И здесь у нас на 11 уже появляется Джокер. Потом 12 часов. Потом час у нас, да, король, да? Или кто это? Это туз. Да, это туз. Ну и так далее. В общем, такие вот приколы из мира карт, из мира гэмблинга, из мира казино, они здесь тоже реализовали. И мне кажется, это здорово, такие вот интересные фишечки, особенно если вам это близко, да, по духу. Ну, круто, на самом деле, слушайте, круто. И в плане читаемости, вот у меня есть часы в подобном дизайне. Я хочу сказать, что в плане читаемости достаточно быстро привыкаешь, и считывается это все даже очень просто. Да, не зря здесь столько операций. 30 частей, 60 операций по отделке. Посмотрите, какое качество по циферблату. Посмотрите, какая детализация. И это все на самом деле достаточно доступно. Там цена что-то типа 500-600 баксов. Без скидосов. Слушайте, ну, блин, это круто. Это, я бы сказал, фантастично. Здесь и Квин есть, да, у нас и Королева тоже есть, и Валет есть, все есть. И посмотрите, какой многомерный, какой объемный циферблат с мельчайшей детализацией. И это здорово. В этой ценовой категории, конечно, просто, если мы говорим про сложные, необычные часы, китайцы просто сейчас царят. И что по итогам?
Модель, конечно же, не для всех, но это здорово. Я хочу, чтобы на рынке было больше моделей не для всех. Хочу, чтобы было больше индивидуальных, эксклюзивных, необычных часов, которые будет приятно в какой-то день, под какое-то настроение надеть на свое запястье. Потому что однообразие, унылость уже немножко поднадоела. Слишком много таких часов. А вот такие необычные часы с их классным качеством, с необычной индикацией, с необычной какой-то идеей, это реально здорово, потому что они будут соответствовать вашей неповторимой индивидуальности. И вот эти Alta 8, Alta King как раз из этой серии. В плане качества, в плане отделки вопросов абсолютно ноль. И в плане цены ребята тоже молодцы. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.